Берем веревку 2 метра, находим середину и эту серединку раскладываем на столе. Для удобства закрепим нашу основную нить с помощью бумажного скотча. Затем я беру веревку 1 метр, сложенную пополам, и продеваю ее под нитью основы. Затем загибаю кончик вниз и в это окошко продеваю кончики веревки. Затягиваю. Затем делаем расширенную навеску. Мы просто поднимаем кончики вверх вот таким образом и в получившееся окошке продеваем кончики за основной нитью. И затягиваем. Вот такой рисунок у нас должен получиться. И таким образом навешиваем все веревки по 1 метру. Мы с вами навесили 10 веревок по 1 метру. И теперь отлепляем скотч. Нашу нить основы мы скругляем. И вот здесь на пересечении мы с вами добавим еще одну веревку, которая у нас тоже 2 метра. Разворачиваем плетение поближе к себе. И теперь веревку, сложенную пополам, я точно так же закрепляю, как закрепляла до этого, расширенной навеской. Придерживаем кончики. Далее мы затягиваем плетение, оставляя немного места для расширенной навески. Вот буквально чуть-чуть. Далее поднимаю веревочку вверх. И точно так же, как мы делали в предыдущие разы, оформляем расширенную навеску. Вот такая круглая конструкция у нас получилась. Тело нашей медузы будет состоять из одинарных плоских узлов. Сейчас я вам покажу, как они делаются. По сути, это первая часть плетения квадратного узла. Я беру 4 веревочки, посерединке веревочки оставляю. И веревочки, что у нас по бокам, у меня будут рабочими нитями. Я завожу левую веревочку в сторону, в правую сторону. Правую веревочку я кладу над ней. И кончик продеваю. Кончик правой веревочки я продеваю в левое окошко и затягиваю. Я не затягиваю сильно, чтобы рисунок был воздушным. Первый узел готов. Теперь я поворачиваю наше плетение и также начинаю плести одинарный плоский узел. И такое плетение я делаю по всему кругу. Теперь мы меняем рабочие нити. Я беру 2 веревочки от одного узла и 2 веревочки от другого. То есть таким образом мы будем плести одинарные плоские узлы в шахматном порядке. Я снова беру 4 веревочки и также плету одинарный плоский узел. И обратите внимание, что туго я не затягиваю.
Берем следующие 4 веревочки и плетем по кругу плоские узлы. Итак, мы сплели наши узлы по кругу, и теперь также меняем рабочие нити. Возвращаясь к тому рисунку, который у нас был в начале, я беру 2 веревочки от одного узла и 2 веревочки от другого, и также плету плоский узел. Мы с вами проплели 3-й ряд. Теперь смотрите, аккуратненько поднимаете плетение, кладете его в руки вот таким образом и продолжаете плести. И сейчас мы будем плести 4-й ряд, также в шахматном порядке. 3-й ряд мы сделали послабее, теперь 4-й ряд мы сделаем немножко потуже. Проплели 4-й ряд. Теперь опять меняем рабочие нити и плетем 5-й ряд, более плотно затягивая. Отлично, проплели. И теперь мы плетем 6-й ряд, уже затягивая узлы более туго. То есть попробуйте прямо хорошенько затянуть. Опять же, я меняю рабочие веревки. В процессе плетения вы интуитивно уже будете понимать, какие веревочки вам нужно менять. А вот что у нас получилось. Давайте проплетем еще один ряд. И этот ряд я буду затягивать очень сильно. У нас получилась вот такая чашечка. И теперь закрепим наше основание оплеткой. Я беру веревочку 50 сантиметров, примерно вот столько отступаю. Делаю такую петельку, которую я веду вниз.
и зажимаю все наше плетение. И начинаю обвивать кончиком длинным все наши веревочки. У меня получается петелька внизу, здесь хвостик, и обвиваем. Как можно плотнее и как можно ближе к основанию, чтобы все веревочки закрепились. Далее, смотрите, кончик веревочки, который я обвивала, я вот сюда в окошко продеваю, и вот эта веревочка, которая у нас сверху, мы ее затягиваем. Затягиваем вверх до того момента, пока вот этот кончик не будет где-то посерединке плетения. Достаточно. Также вот видите, немножечко веревки я не сильно затянула, я их затягиваю посильнее, чтобы они все у нас пошли в оплетку. Смотрю внутри, чтобы тоже все хорошо смотрелось. Вот так. Поправили. И теперь можно этот кончик маленький отрезать, а можно не отрезать, потому что все равно у нас это будет внутри все. Смотрите, вот наш хвостик. У нас получается 4 веревочки длинные, они у нас неспроста такие. И мы просто берем шапочку и выправляем внутрь. Вот таким образом. У нас получилась наша медузка. И сейчас мы с вами будем делать кончики. Берем 4 веревочки, самые длинные, которые у нас есть. И сейчас мы будем делать с вами узел, который называется витая цепочка. Делается он из плоских узлов, таких же, которыми мы делали основу нашей медузы. Смотрите, мы просто заводим самую крайнюю левую веревочку вправо, также правую накрываем сверху, и в получившееся окошко мы продеваем кончик. И вот такой плоский узел мы должны с вами плести до конца, то есть мы его повторяем. И когда вы будете проплетать вот этот плоский узел, вы обратите внимание, что веревка начнет закручиваться в спираль. Давайте посмотрим, как это выглядит. Чем толще веревка, тем быстрее спираль будет закручиваться. Я вижу, что вот она уже перешла на ту сторону, да, она закрутилась. Я встаю с другой стороны и уже продолжаю плетение. Если вы заметили, что у вас рабочие веревочки стали короче, можно их поменять местами вместе с теми веревочками, которые у нас внутри. Они у нас остались длинными, поэтому мы просто рабочие веревочки вот так вводим внутрь и продолжаем плетение плоского узла. Вот такая витая цепочка у нас получилась. Далее я просто некоторые веревочки вот так вот распушаю. Какие-то веревочки я оставлю такие, какие они есть. Также вы можете добавить любые другие цепочки на ваш выбор. Далее в хаотичном порядке я подстригаю наши кончики. Наша макраме медуза готова.